Африка не прощает ошибок, и это понимает каждый, кто хоть раз ступал на ее землю. Здесь выживание — это не просто борьба, а настоящее искусство, доведенное эволюцией до предела. Смерть может прийти откуда угодно. Из высокой травы, из мутной воды рек или даже из тишины ночи. Мы привыкли считать льва королем, но в этих землях есть существа, перед которыми отступают даже прайды. Сегодня мы пройдем по следам 20 самых опасных обитателей этого континента. Забудьте все, что вы знали о милых зверях. Здесь каждое движение может стать последним. Вы готовы узнать, кто на самом деле управляет этим миром? Тогда начнем. Первым в нашем списке становится бабуин, но не тот, которого представляют как шумную обезьяну, а организованный, агрессивный и умный боец саванны. Взрослый самец по имени Кагора обладает клыками длиннее, чем у некоторых хищников, и не боится их использовать, в отличие от кошачьих. Он не стремится убить быстро. Его атака — это хаос и жестокость. Стая действует слаженно, устраивает засады и способна отбивать добычу даже у более сильных хищников. Следующий в списке — черная мамба. Ее здесь называют дыханием смерти. И не зря. Это не просто змея, а стремительный и агрессивный охотник, способный преследовать угрозу и наносить серию молниеносных ударов. Ее яд парализует дыхание за считанные минуты, и если помощь не придет вовремя, финал неизбежен. Дальше идет бегемот, которого многие недооценивают, но это трехтонная машина ярости, способная разорвать крокодила и перевернуть лодку. Он не охотится ради еды, он защищает территорию, и если вы окажетесь на его пути, он не остановится. Четвертым становится толстохвостый скорпион, маленький, но смертельно опасный. Его яд вызывает судороги и остановку дыхания. Он прячется там, где человек меньше всего ожидает, в обуви или палатке, и наносит удар внезапно. Далее идет леопард по кличке Сайрус, настоящий мастер скрытности. Он способен часами наблюдать за жертвой, прежде чем атаковать, и вы никогда не услышите его приближения. Затем идет горилла по имени Дагару, гигантская сила, скрытая за спокойствием. Но если угрожать ее семье, она превращается в разрушительную силу, способную одним ударом уничтожить противника. Следующим становится африканский буйвол, которого называют черной смертью. Это существо не убегает, а идет в атаку, запоминает врагов и может преследовать их спустя годы. Далее идет капская кобра, быстрая и смертельно опасная. Ее яд действует мгновенно, парализуя дыхание, и без помощи человек не выживет. Девятым становится пятнистая гиена. Не падальщик, а хищник с невероятной силой челюстей, способный дробить кости и действовать в группе с пугающей эффективностью. Десятым идет нильский крокодил, древний и почти идеальный убийца, который ждет в воде часами, чтобы нанести молниеносный удар. Дальше следует медоед по имени Ракан, самое бесстрашное существо, которое не боится ни змей, ни львов. Его кожа защищает его от укусов, а характер делает его опасным для любого противника. Затем идет шумящая гадюка, скрытая угроза, которая не убегает, а ждет, пока на нее наступят, и тогда ее яд начинает разрушать ткани жертвы. 13-м становится африканская дикая собака, идеальный командный охотник, способный преследовать добычу до полного изнеможения. 14-м идет черный носорог, агрессивный и непредсказуемый. Он атакует первым и разбирается потом. Его скорость и сила не оставляют шансов. 15-й становится эфа, маленькая змея с огромной смертельной силой. Ее яд вызывает внутреннее кровотечение, и человек буквально погибает изнутри. Дальше идет африканский слон по имени Тумба, гигант, который может быть спокойным, но в ярости, становится разрушительной силой, способной стереть все на своем пути. 17-м становится бумсланг,
Красивая, но крайне опасная змея, чей яд действует медленно, но неотвратимо, разрушая организм изнутри. 18-м идет лев по имени Молек, символ силы и власти, который не прячется, а идет в открытую атаку. 19-й становится большая белая акула у берегов Южной Африки, идеальный морской хищник, который чувствует добычу за километры. И, наконец, 20-м становится самое опасное существо — малярийный комар, крошечный, но смертельно эффективный. Он переносит болезнь, которая ежегодно уносит сотни тысяч жизней. И в этом есть главный парадокс Африки. Здесь самый страшный враг, не всегда самый большой. Если собрать все вместе, становится ясно. Африка — это место, где жизнь и смерть идут рядом, где уважение к природе — единственное, что может сохранить тебе жизнь. Потому что в этом мире выживает не самый сильный, а самый осторожный. Спасибо за просмотр. Дорогие зрители, если эта история заставила вас задуматься, обязательно напишите в комментариях, что вы об этом думаете и из какого вы города. Поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. Впереди еще больше сильных и захватывающих историй, которые не отпускают до самого конца.